Итак, что мы видим на этой картинке? На этой картинке мы видим некоего человеческого кота, сидящего в некой человеческой банке, 3-литровой, насколько я понимаю, из-под сок... Клю? Нет. Какой-то сок. Иловый. Что заканчивается на иловый? И вот этот баночный кот как бы говорит нам: не ешь, подумай. В этой картинке мне видится параллель, знаете, с чем? Старик поймал рыбку, и рыбка вдруг говорит ему человеческим голосом: не ешь, подумай. То есть, что происходит? Нечто, что не должно иметь разума, неожиданно являет его, да еще в таком глубокомысленном ключе. То есть этот баночный кот не говорит, типа дай печенек или что-нибудь такое, ну то есть что ожидаешь от существа с таким видом, не очень умным. А оно внезапно начинает философствовать, призывает нас задуматься о чем-то. То есть вот комический эффект, на мой взгляд, именно в этом, что этот идиот-кот, забравшийся в банку, он на самом деле не идиот. И в отличие от рыбки, которая, между прочим, она взмолилась там, она явила себя как слабохарактерное существо, которое молит о сохранении ее жизни. Наш баночный кот не из таких. Он взывает к какой-то даже не морали, а к философии, что ли. Он заставляет задуматься о том, что ты сделаешь, если съешь его. Он призывает задуматься о решении, которое ты принимаешь. То есть это даже глубже, чем просто не ешь. Типа, выполню твои 3 желания, не ешь. Знаете, это как, если ты убьешь его, то ты станешь таким же, как он. Что, конечно, не очень глубоко, но... Блять, что я несу? Короче, если все-таки немножко анализировать это предметно, то вот он как существо, как свой вид. А мне кажется, что он един с банкой, то есть это одно такое единое существо. Так вот, неужели он, будучи единым существом с банкой, неужели он не имеет крышки в своем организме, так сказать? Или крышку уже кто-то снял и собрался есть его? То есть я это все к тому, что по-хорошему тот, кто на него сейчас смотрит голодным взглядом, он должен что сделать? Он должен закрыть его крышкой и отправить, не знаю, куда-то, либо выкинуть в море. Я не знаю, видите, баночный кот, естественная среда обитания у него какая. Вот так вот лежать на столе, это он так он и существует, как он передвигается, как вообще, что происходит с ним. Банка-кот. Масса забот.